Здравствуйте! Тема этого видео — советы по выбору аппарата для ручной дуговой сварки на 200 ампер. Я расскажу, что покупать, какую модель брать, где покупать конкретно, на что обратить внимание. Начну издалека. Смоделируем ситуацию. Допустим, меня зовут Иванов Иван Иванович, я живу в Иркутске, в Новосибирске, либо в Колпино где-нибудь, либо в Жулебино. Мне нужен сварочный аппарат на дачу на 200 ампер, ручник обыкновенный. Я не профессионал, мне аппарат нужен не для профессиональных работ, не для сварки трубы, либо каких-то ответственных строительных конструкций, а просто для забора, для мангала, чтобы был. У всех есть сварочный аппарат на даче или дома, или в гараже. И я также хочу, чтобы у меня был аппарат. Я захожу в интернет, в Яндекс, вбиваю, хочу купить сварочный аппарат. И тут начинается самое интересное. Во-первых, очень много отзывов, немножко непрофессиональных, даже немножко, а вообще, какая-то там ерунда написана, вот честно говорю, помойка полная. Второе, то что есть сварочные форумы, там есть достоверная, нормальная информация, но ее, чтобы найти, нужно потратить большое количество времени. И, во-первых, нужно знать, где ее правильно искать и находить эту информацию. Также много отзывов купленных по рекламе, по маркетингу. Люди рекламируют тот товар, который они продают, и большое количество денег и сил в это вкладывают. И когда я захожу, я в сварке 12 лет и работал и сварщиком, и инженером, и в продажах большое количество времени. То есть я весь этот рынок знаю изнутри. И когда я в Яндексе вбиваю купить сварочный аппарат для ручной дуговой сварки, там в самом деле такая ерунда вылазит. И то, что, бред полный. Ладно, давайте теперь вернемся к теме. По ручному аппарату еще хотел сказать что если проанализировать таможенную статистику за предыдущие года, вообще рынок в России самый большой по сварочному оборудованию — это как раз аппараты для ручной дуговой сварки. Это примерно 85% всего рынка. Это большие цифры, это гигантские объемы. И гораздо меньше сегмент — это аппараты для аргонно-дуговой сварки и полуавтоматы. Сварочный ручник практически есть в каждой семье. У некоторых он, даже по 2 аппарата. И эти аппараты, они, год поработал, сломался, купил новый. То есть они постоянно востребованы, их постоянно покупают. В любом магазине электроинструментов, тот же Leroy Merlin, да вообще любой магазин мы придем. И там очень много разных видов ручников. Для ММА на 160, 180, 200, 220 ампер. В общем, это такой ходовой товар. И на этом рынке очень большая конкуренция. Все хотят попасть в этот рынок, потому что там больше всего денег. И все что только не придумывают, и маркетинговые шаги, и всякие акции, и новые названия, новые бренды. Каждый год появляется куча новых брендов, которые я вообще не знал, что это такое. А эти аппараты год-два попродавались, потом все, фирма закрылась, либо бренд переименовался. В общем, движуха в ручной дуговой сварке в этом сегменте очень-очень напряженная, очень-очень большая. Ладно, давайте вернемся снова к 200-амперным ручникам. На что стоит обратить внимание? Как я уже сказал, что сейчас очень много брендов. Элементарно, я сегодня утром зашел на все инструменты, в Яндекс, вбил аппарат купить, и мне вылазят такие названия: Зубр, Марс, Тавр, какой-то Мавр, Бизон. Я понятия не имею, что это такое. На вид смотрю, какой-то ширпотреб. И эти аппараты стоят по 3000 рублей, по 4000 рублей. Как сварочный аппарат за 3000 рублей, за 4000 рублей, даже за 6000 рублей может выдавать 200 ампер, весить 1 килограмм и стоит 6000 рублей. Естественно, это все обман, это все ложь. На самом деле в этом рынке практически 99% все обманывают. И все пишут технические характеристики, просто от балды. Я читаю напряжение холостого хода, ПН или ПВ у всех 100%. Это обман полный, это, как сказать... Я не знаю, почему так докатились, я знаю, почему так докатились, потому что дикая конкуренция, потому что рынок самый интересный, рынок самый большой, и все хотят заработать. И все уже, если раньше просто занимались маркетингом, то теперь просто откровенно врут, и никто не парится по этому поводу. Опять же, сейчас на YouTube очень много различных отзывов, видео, где проверяют сварочный аппарат на характеристики. Там проверяют сварок, там проверяют Foxwell, Фубак, Рисанту проверяют. И
Зачастую, если посмотреть, опять же, вбейте в YouTube, посмотрите, ну эти технические характеристики не соответствуют действительности. Мы сейчас говорим именно про рынок там, до 200 ампер ручная дуговая сварка. Там все пишут такие заоблачные технические характеристики, чтобы как-то войти в рынок, чтобы хоть как-то, чтобы их аппараты продавались. Потому что, я говорю, ценовой сегмент там от 3000 рублей и начинается все выше там 5, 6, 8, 9, 20 тысяч. И, естественно, у кого высокая цена, тех аппаратов меньше покупают. На какие характеристики также стоит обратить внимание? Я бы обратил внимание по своему личному опыту на напряжение холостого хода. На самом деле это очень серьезная характеристика, и чем выше она, тем лучше для аппарата ручной дуговой сварки. Теперь по поводу NACS. Многие аппараты пишут, что у нас есть сертификация NACS. Сертификация NACS это полная ерунда. Я слишком много знаю об этом, я слишком много сертифицировал аппаратов, я знаю, как это делается. И это только для производства. Это обыкновенная бюрократия, это отмывание денег. Ничего серьезного в этом нету. И если есть выбор, там есть аппарат без NACS, есть аппарат с NACS, и тот аппарат, который с NACS, это не значит, что он лучше. Это не значит, что он по-настоящему прошел проверку. Нет, это значит, что просто доплатили дополнительно денег. Это для того, чтобы зайти на определенные предприятия, но это никак не влияет на технические характеристики. И NACS это не показатель. Вообще, вот была бы моя воля, я бы NACS в России прикрыл эту контору по отмыванию денег. Ну, в самом деле. Я просто слишком много знаю об этом, про NACS. Дальше. Про такие характеристики, как класс защиты. Ну, мы прекрасно понимаем то, что у китайских производителей самый стандартный класс защиты IP21, у европейцев IP23. Конечно же, лучше IP23. Он гораздо лучше, серьезнее, мощнее. Кстати, про технические характеристики еще хотел сказать. Вот есть китайские сварочные аппараты, есть европейские сварочные аппараты. И когда мы начинаем сравнивать, берем, допустим, аппарат EVM, ручной дуговой сварки Пика, и какой-нибудь китайский ручник. EVM у нас там стоит 60 тысяч рублей, либо 80 тысяч рублей, а ручник у нас стоит там, ну, китайский какой-нибудь, там, Leroy Merlin или там на всех инструментах 4 тысячи рублей. И мы смотрим, технические характеристики открываем, и аппарат, который за 4000 рублей китайский, да он там в 3 раза лучше или там в 2 раза лучше, чем EVM. Ну, то есть те технические характеристики, которые указывают фирмы однодневки, фирмы, которые неизвестные, которые там вот такой вот аппарат сварочный на 200 ампер, 1 килограмм. Ну это все полная ерунда, это все полный бред. И когда там пишут ПВ 100%, или ПВ, либо ПН, период включения, период нагрузки, кто как называет, он не должен быть 100%. Вообще для ручной дуговой сварки ПВ 100% не нужно. Нет такого бесконечно длинного электрода, с помощью которого мы будем сваривать. Что процесс сварки был у нас не, как сказать, бесконечный, не останавливаемый. Всегда есть время. Вот мы электрод сожгли, неважно, это двойка, тройка, четверка, пятерка. У нас есть время поменять электрод, заправить, ну, вставить новый и дальше начать процесс сварки. Это я сейчас говорю к тому, что вот у европейских аппаратов для ручной дуговой сварки, у них везде ПВ 35%, 30%. И это нормально, и этого времени вполне хватает, это нормальный ПВ. Но когда же мы смотрим китайский сварочный аппарат, там у нас ПВ везде 100%, либо там 80%, либо 60%. Ну, в общем, либо сейчас я вот заметил, Ресанта часто такое делает, то что у нас ПВ 100%. Зачем на ручном аппарате ПВ 100%? Я не понимаю. Это все цифры, ну это просто ложь, обман, это ну, бред полный. Это вот по поводу ПВ хотел сказать. Также следующие характеристики. Это форсаж дуги, Arc Force, это антистик, антизалипание и Hot Start, горячий старт, так правильно называется. Хорошо, когда эти функции есть в сварочном аппарате. Плохо, когда их нету. Но самое плохое, когда они по факту написано, что они в аппарате есть, даже лампочки есть, тумблеры есть, но они вообще не работают. Форсаж дуги нам нужен для того, чтобы, когда мы процесс сварки ведем, и у нас длина дуги примерно там, от 2 до 5 мм. И какой-нибудь зазор, либо какая-то переход на следующую поверхность, и у нас длина дуги становится подлиннее. И чтобы электрод у нас не погас, форсаж дуги накидывает сварочный ток, чтобы именно дуга не погасла, чтобы был непрерывный процесс сварки. Это очень хорошая и очень грамотная функция. Ее можно проверить либо на опыте, на практике, либо с помощью осциллографа. Опять же, в YouTube очень много видео, где сравнивают, где в лабораториях проверяют сварочное оборудование и смотрят. Вот заявлено есть форсаж дуги, а по факту его нету. Либо лампочка просто горит, моргает, либо есть тумблер, который показывает погоду.
Ладно, теперь к антистик, это антизалипание. Это тоже на самом деле очень удобная функция. Она для того, чтобы вот мы свариваем и, как сказать, чтобы электрод не прилип на сварочный металл, на основной металл, который мы свариваем, он понижает сварочный ток, чтобы не было этого антизалипания. На самом деле эта функция очень удобна, она часто встроенная и она работает, опять же, ее можно проверить с помощью осциллографа. И последняя функция — это горячий старт. В самом начале, когда вот мы только зарядили новый электрод в держак, мы начинаем процесс сварки. Эта функция для того, чтобы накинуть там, от 0,5 до 1 секунды чуть побольше сварочного тока, чтобы электрод лучше зажегся. На самом деле это удобно, это опять же это крутая функция. И ее можно на практике хорошо применять и чувствовать, когда она работает, либо когда она не работает. Также очень часто в аппаратах для ручной дуговой сварки пишут такие, не знаю, характеристики, как ВРД. ВРД, опять же, по факту, это маркетинг больше, и он применяется, и используется эта функция только очень-очень ограниченно. Также функция тик сварки. Для аппарата ручной дуговой сварки, чтобы там была функция тик сварки, это немножко, опять же, фантастика. Да, она есть, да, можно подключить горелку вентильную для аргонной дуговой сварки и начать процесс сварки, но это будет полная ерунда, вы этим не заморачиваетесь. Для этого есть специальные, нормальные, профессиональные аппараты для аргонной дуговой сварки, если вы что-то хотите серьезное сделать. А к ручнику прицеплять эту горелку, тумблером переключать вольтамперную характеристику, опять же, это на грани фантастики, это маркетинг, и не стоит на это плотно обращать внимание. Также я хотел сказать, что вот у нас есть такие организации, там Газпром, Транснефть, Лукойл. Вот они берут себе на работы аппараты для ручной дуговой сварки за 80 тысяч рублей, 200-амперный, мы сейчас говорим про 200 ампер, за 100 тысяч рублей, за 120 тысяч рублей. Почему же они не берут китайцев за 4 тысячи, за 5 тысяч, за 10 тысяч? Мы прекрасно понимаем что есть китайские технические сварочные характеристики, а есть европейские, настоящие. И где, если по паспортам смотреть, там европейцы очень-очень сильно проигрывают, но это настоящие, это нормальные технические характеристики, это надежность, это качество, это комплектация, опять же. То есть сейчас вот на данный момент, опять, там выбор. Аппарат для ручной дуговой сварки на 200 ампер. И у нас ценовой разбег от 3000 рублей до китайцы до 30 тысяч рублей. Потом идут европейцы от 30 до 120 тысяч рублей. А это все один и тот же аппарат. И мой такой вот совет, что если вы пришли в Леруа Мерлен, выбираете аппарат за 5000 рублей, за 4, вы сразу же спрашиваете, где гарантийный сервис, кто будет отвечать за гарантию, что будет, если этот аппарат сломается, потому что вероятность очень большая, вероятность примерно, наверное, 50%, это как встретить динозавра сегодня, либо не встретить динозавра. Вот если он сломается, что вы будете делать, куда вы его понесете, куда вы будете сдавать, когда вам вернуть деньги и так далее. Это риск для тех, кто берет за 5000 рублей. Что еще сказать? Также стоит обратить внимание на цифровую индикацию у аппарата для ручников. То есть у нас ток регулируется либо тумблером, когда на тумблере просто есть отсечки, и у нас 120, 140 ампер, но это не совсем, удобно и наглядно. Лучше, когда есть цифровая индикация, где у нас показано 90, 92, 93, то есть где циферками, это гораздо удобнее. Также по поводу гарантии. То есть гарантия у нас на аппарат идет у кого-то вообще 6 месяцев, у кого-то 6 месяцев, у кого-то год, у кого-то 2, у кого-то 3, у кого-то 5 лет. Естественно, если гарантия 5 лет, это гораздо лучше. Я бы обратил внимание на те аппараты, у которых хотя бы 2 года, 3 года, либо 5 лет. Хоть какая-то есть, не знаю, сила в этот бренд и доверие, что если он через 2 года сломается, я пойду его отнесу и мне его отремонтируют. Что еще сказать? Где же, я все рассказал, это все здорово, все классно. А теперь конкретный пример, а где покупать-то сварочный аппарат? Первое, я бы перечислил, я лично, если бы брал, я бы покупал аппарат либо в Тиберисе, это интернет-магазин, либо на всех инструментах, либо у кого-нибудь, у проверенного дилера, это у крупной компании какой-нибудь, который занимается сварочным оборудованием, где уже мои знакомые брали, либо я что-то уже до этого брал, либо сама по себе просто компания мощная и вызывает доверие. Допустим, на всех инструментах есть всякие различные распродажи, акции. Я помню, было одно время, когда склад в Москве всех инструментов переезжал из одного места в другое место.
И для того, чтобы они им не перевозить все оборудование, у них там было сварочно много оборудования, они просто устроили очень большую, хорошую распродажу. Если там аппарат стоил 100 тысяч рублей, они его продавали там за 40, за 60 тысяч рублей. Я когда увидел, я обалдел от таких цен. Я им позвонил, спросил, в чем дело. Они говорят, ну, чтобы нам просто не заморачиваться, мы на склад на новый переезжаем, поэтому мы распродаем старое. Ну, то есть такие акции у всех инструментов есть, и как бы здорово, если на них попасть. Также такие акции есть у Тибериса различные, там доставка, супер акция, супер цена, и это все работает, и это на самом деле. Так, прошу прощения, что-то с горлом. Дальше, что хотел сказать. У таких крупных фирм по сварочному оборудованию, как, ну, не буду перечислять, наверное, как там, не знаю, Рутектор, там Шторм ИТС, там ТСС, там Аврора, Сварог, Дельтасвар, ну, в принципе, такие известные в России. У них часто есть неликвиды, часто есть уценка. Вот я звонил бы в такие фирмы, ну, по крайней мере, там, когда я работал в крупных фирмах, у нас такое было, когда, допустим, какое-то сварочное оборудование к нам приехало, и там повредилась коробка. Ну, то есть, естественно, цена гораздо ниже уже. Ну, коробка на физические, на технические характеристики никак не влияет. Либо какой-то был возврат. Конкретно был пример, там у нас частник. Иванов Иван Иванович купил полуавтомат за 30 тысяч рублей и через неделю нам его вернул. Мы спрашиваем, почему, что вас не устраивает, все же работает. А вот там нет тройного импульса для сварки алюминия, вот там нету полноценного тик-поджига для аргондоговой сварки. Мы ему говорим, как бы, Иванов Иванович, ну это же аппарат за 30 тысяч рублей, вы же видели, что покупаете, тут ничего этого нет. Это простой полуавтомат, без импульса, без энергетики, без ничего. Ну и в общем, таких случаев на самом деле очень много. И чтобы не париться, мы ему просто вернули деньги, аппарат к себе обратно взяли, но он бэушный. Это как автомобиль, который выехал только с автосалона, он, естественно, сразу же теряет в стоимости. То есть на нем там работали 3 дня, и у него очень низкая стоимость, и мы их уже продавали там с большим дисконтом. То есть нужно звонить конкретно в каждую фирму и спрашивать, так и так, есть какая-нибудь уценка, есть неликвид. Неликвид это не то, что что-то сломанное, там, что-то нерабочее. Нет, неликвид это оборудование, которое застряло на складе и по каким-либо причинам оно не продается. Там, либо не пошла партия, либо не сделали рекламу, либо просто забыли про него. Такое тоже часто бывает. По разным причинам. И мы там тоже, вот приведу свой конкретный пример, мы там в неликвид у нас упало итальянское оборудование, аппарат для ручной дуговой сварки. Там они стоят в розницу 60 тысяч рублей, мы их продавали за 20 тысяч рублей. Там 3 года гарантии было. Ну, то есть цена была такая, я прям сам хотел себе купить эти аппараты. Ну, то есть с точки зрения бизнеса деньги они не должны лежать мертвым грузом, они должны оборачиваться. И это нормально, когда там, по истечении какого-то времени оборудование не продается, его быстренько распродают, чтобы на эти деньги закупить новое оборудование. В общем, я это говорю к тому, что звоните в крупные фирмы, узнавайте, есть ли у них уценка, есть ли у них неликвиды, есть ли у них какие-то акционные аппараты. И также там обращайтесь в те инструменты, Тиберис, проверенные дилеры. Теперь, какой же, подытожимся, какой же аппарат взять для ручной дуговой сварки на 200 ампер? Я бы лично взял, вот что мне нравится, это сварочные аппараты Торус, это Хугонг 200 амперный, там честно настоящие характеристики, это Фубак серия IN, именно они дорогие, с цифровым управлением, но если уж совсем денег нету, там, то берите там серию IR. Они чуть-чуть там похуже, но они, правда, дешевые. Либо Барс Профи, именно Профи. Ни в коем случае не берите аппараты серии там Компакт, Мини, либо какие-то упрощенные. Ну, то есть не бывает упрощенный компактный мини-аппарат, чтобы он нормально работал, чтобы он выдавал свои 200 ампер настоящих. Это, естественно, все это фантастика, все это маркетинг. Опять же, я не перечислил такие бренды, как там Сварог, Аврора, Foxwell, да и гигантская Рисанта. Это мое как бы мнение, я бы не стал бы, хотя у них есть хорошие модели и классные модели. Но эти модели стоят там от 25 тысяч рублей. Вот которые стоят 25 тысяч рублей, да, это хорошие ручники на 200 ампер. Но не за 8 тысяч рублей, не за 9 тысяч рублей. Не бывает, как сказать, хорошего оборудования 200 ампер настоящее за 9 тысяч рублей. Это фантастика, к сожалению. Так, ну что, у меня все. С вами был Сергей Витищенко. Если было интересно, поставьте лайк.
Все, всего доброго, до свидания.